Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем наши беседы с Владимиром Лисовенко. Если помните, мы разбирали с ним начало Библии, первые 3 главы Ветхого Завета, и много говорили об общественных преобразованиях, о реформе, о образовании, науке. И сегодня мы хотим продолжить обсуждать эти темы, потому что некоторые вещи ускользают, столько слоев много в общественном устройстве, что очень сложно зацепить все. И возвращаясь к нашей основной реформе, которая называется народовластие, то есть переход к власти, переход власти от тех, кто сейчас ее имеет, эту власть, то есть распоряжается ресурсами и деньгами, к обществу, к народу. Это и есть, в принципе, народовластие, когда люди распоряжаются ресурсами, которые им принадлежат. У нас же, в принципе, в Конституции написано, что все ресурсы принадлежат нам, и в том числе наша национальная валюта гривна тоже принадлежит нам. Но почему-то всеми этими вещами распоряжается ограниченное число людей. Да, нас с тобой обвиняют в коммунизме, что мы хотим, но, извините, давайте зададимся вопросом, а почему всеми общественными ресурсами должна распоряжаться какая-то маленькая группа людей. И вот, возвращаясь к истории независимости Украины, в принципе, мы после развала Советского Союза исчезла одна такая вещь, которая называлась идеологическая надстройка. То есть в Советском Союзе была коммунистическая партия, партия наш рулевой, она показывала направление, куда идти. На каждой площади, центральной площади каждого города стоял Владимир Ильич с поднятой рукой и показывал, что мы куда-то идем. И был бюрократический аппарат, который реализовывал вот те идеи, которые были в головах у наших идеологов. После развала коммунистическая партия исчезла. Центральный комитет исчез, идеи, идеологии, зачем живет общество, куда оно движется, просто исчезло. А бюрократический аппарат остался. И наше общество, наш государственный аппарат просто по инерции 32 года катится без направления, без паруса, без витрил, да, без руля. Просто стихийно продолжает. И государственный аппарат, получив всю полноту власти, потеряв идеологический контроль, курс, настройки, начал разрастаться очень сильно. И у нас получилось, что население за 32 года уменьшилось в 2 раза, а госаппарат увеличился в несколько раз. И самое интересное, что каждый год, даже сейчас во время войны, финансирование госаппарата все время увеличивается. То есть он разрастается, как раковая опухоль, которая уже здоровая часть организма уже становится меньше, чем эта раковая опухоль. Да. Так вот, и, естественно, обществу нужно реформирование, нужна реформа. Вот, Володя, дай свое определение реформы. Реформа это, там есть перевод, реформа это изменение формы. Нужно знать, по какому закону идет эта реформа, по какому принципу идет реформирование, изменение форм вообще в пространстве в этом мире. Мы живем в этом мире же. То есть есть какой-то естественный ход эволюции. Да. Изменение форм, усложнение форм идет. Вот. Нужно знать, в каком законе это изменение форм. Вот реформа как раз и предполагает вот это, она реформирует идет в законах диалектики. Сначала накапливается информация, накапливается много, а потом происходит переход информационного барьера и происходит реформа, изменение формы. Для того, чтобы совершить реформу общества, нужно знать, в какой форме развивается это общество. У нас же никто этого не знает. Никто даже не констатировал факт, допустим, там, или наука вообще этим не занимается. Но мы живем в нашем обществе, мы можем это посмотреть вокруг и понять, в какой форме наша страна живет. Не страна, а люди живут в какой форме? Да. Они живут в государственной форме правления. Вот эта государственная форма правления есть обтяжка общества, которая сдерживает его в рамках границ каких-то. Оно его сдерживает в рамках не семьи, а в рамках, там, допустим, дворов, в рамках вот этих вставляет, в рамки городов, каких-то еще общин, оно насильно вставляет. То есть это такое искусственное формирование. То есть у нас получается какая-то группа людей, которая облекает форму, вот это сделала. Спускает централизованно вниз ту форму, в которой эти люди представляют, как должно жить общество. Да, вот и есть естественный ход эволюции, с которым явно уже мы вступили в какое-то противоречие. Потому что, И нужно это разрешить противоречие между новой формой и старой формой. Вот люди видят новую форму в свободе, видят.
видят в демократии, в развитии демократии. Они видят ее в Конституции, там же все написано ведь. Мгм. Что хотят люди видеть впереди. Вот. Но нужно под это подвести идею. Это не идеи. Вот. Если нет идеи, нет идеологии. Потому что идеология обслуживает идею. Но если нет прогрессивной идеи, никакой идеологии не будет. Вот это как раз было в Советском Союзе. И тогда там была идеология сплошная. Но идеи не было. Коммунизм не является идеей. А почему коммунизм не является идеей? Он Это декларация. нереализуемый? Нет, он реализуемый. Но эта идея должна иметь цифровую какую-то подоплеку. Потому что, чтобы стабилизировать мышление человека. Цифровая подоплека, то есть ты имеешь в виду, должен быть четкий перечень шагов, которые нужно сделать для достижения этой цели, да? Этот человек должен видеть этот перечень шагов. Да. Он должен видеть. То есть, как в математике, допустим, аксиома дается, и эта аксиома разворачивается в новый какой-то прагматизм. Вот это цифровой анализ потом математики развивается на базе аксиом. Это уже прагматизм. Это рациональное решение, а все остальное это прагматизм. Так и в обществе рациональная идея, она одна, а дальше идут стихийные последствия. И человек сам их разворачивает в цифровом формате. Вот. Такой цифровой формат – это деньги. Деньги же это цифра. Мгм. И вот, если деньги установить справедливость в обществе, принцип распределения, он будет формировать у человека новые движения, новые какие-то, реализацию новых не идей, а новых программ. Мгм. Вот это он Подожди, будет... мы с тобой немного перескочили, то есть, потому что мы говорили о коммунизме, и ты говоришь, что есть какая-то цель, результат, которая называется коммунизм, но не существует идеологии, то есть пути достижения этой Идеи. цели. Да, то есть Вот нет- идея – это путь достижения. Да, то есть Не путь, получается, а конкретно, развязка, аксиома. ну, идея – это результат, правильно? Да, это результат цель. какого-то развития. Вот, Мгм. допустим, как, это проруб. Да. Вот люди развивались в рамках капитализма, капиталистической формы правления, Мгм. государственная форма правления. Это формация капиталистическая, скажем так. А это государственная форма. Вот развивались, все, эта форма переполнена. Теперь должен наступить проруб, и люди должны пойти в другую форму. Все, она себя исчерпала. Потому кризис, потому война, потому проблемы мировые идут. То есть нужна совершенно другая система человеческих отношений. Совершенно другая. Ну, коммунизм вроде бы и предполагал, что будет какое-то равенство, какое-то там братство, какая-то справедливость. Вот это вот... Или именно потому, что оно было абстрактное и противоречило человеческой природе. Не могло Человеческая природа, да, борьба добра и зла. Ну, когда человек идет от зла, отходит потихоньку в сторону добра, как раз коммунизм есть идея справедливости, не идея, а принцип там реализовать справедливость в коммунизме. Вот и есть эта идея добра, которая То развивается. есть можно сказать, что это идеальный, но недостижимый результат. Ну да, это всегда ты будешь идти к добру. Мгм. Вот здесь он недостижим. Но это всегда нужно продвигаться в сторону демократии. Вот демократия – это власть народа. Это же самый главный принцип, который был озвучен при капитализме. Мгм. Вот. Это самое главное – власть народа. Ну. И поэтому к этой власти народа нужно идти. И никто ничего не сделает. Смотри, как ты связываешь движение к добру и там победы там добра над злом с народовластием? То есть ты считаешь, что в народе большинство людей стремятся к добру все-таки, да? Конечно. Почему они хотят реформы? Они не хотят уже видеть это все. Тоже творится. Большинство людей хочет добра. Всем надоело, когда там кто-то вылазит по мусорникам, вот это пьянство поголовное, вот это вот развитие, это вот курение, это культивирование, так сказать. Не, ну у нас сама нищета, когда там миллионы пенсионеров не могут себе позволить там ни зубы отремонтировать, ни лекарства купить, ничего не могут, да, экономят на еде. Это естественно, но это результат вот этого государственного управления, когда вот государство так решило. Оно так распределило, что судья будет получать 300 тысяч, а пенсионер 3 тысячи. И мы это именно и хотим изменить. Так это изменить хотят во всем мире. То есть если бы большинство людей спросили, а как вы считаете, как должно быть, вот как вы считаете нужным, как должно быть? Я думаю, вряд ли бы люди в большинстве своем сказали, что пенсионер должен 3 тысячи, а судья 300 тысяч. Да? То есть это явно входит в противоречие с тем, что есть представление у огромного количества людей. Ну да. Ну, тут народу нужно еще слегка обновить в памяти, что это за принцип. То есть все должны получать свою заработную плату, деньги свои,
Там, где живут, по месту жительства, именно бюджетная сфера. Бизнес никто не трогает. Бизнес, все как работало, так и продолжает работать. Все так. Только единственное нужно сделать одну реформу, перенести зарплату всех чиновников поголовно, врачей, всю бюджетную сферу, там, где они живут, на места жительства, а не на места работы. Все. И тогда появятся социальные услуги, тогда появится развитие, чиновник привязан к обществу, и чиновник будет зависеть от общества и будет выполнять функции, те, которые ему надо выполнять, чтобы поднимать благосостояние общества. Чиновники будут. То есть получается, тот принцип распределения, который был задекларирован коммунистами, общественный способ распределения, он при социализме так и не был реализован. То есть там они всё его не равно, декларировали. Да, чиновники, бюрократы или советы. Вся власть советом. Да. А чем парламент отличается от советов? Кстати, Ну, у нас, вот кстати, чем? сейчас власть советов. Да, это потому власть что, советов. да, мы сейчас видим, что местные рады не выделяют деньги там, на дроны, на то, что требуют люди. И люди выходят на протесты, чтобы распределить деньги. Они на это потому что не влияют. Вся власть советов у нас сейчас. Ну да, вот они досоветовались. То есть у нас получается, что мы должны спуститься еще на уровень ниже, чтобы люди коллективно сообща на собраниях каким-то образом решали, как распределить ресурсы. Да, вначале этот маховик начнет... Главное, этот маховик прокрутить один только раз. Один-два раза, а потом он начнет воспроизводить новую систему, она сама по себе будет работать, и будут люди решать эти проблемы, прекрасно будут решать, Да, потому что там... я думаю, сейчас это очень сложно представить, потому что люди на протяжении почти 100 лет здесь, на этой территории, уже 100 лет, они не привлекались к управлению государством, они не привлекались к управлению бюджетами. То есть они никогда не понимали, что это их страна. То есть если им дать возможность, то тогда будет совершенно по-другому выстраиваться общество. Им надо не управление отдать, им нужно отдать власть. Власть. А управление – это большая разница между властью и управлением. Мне нужно отдать власть, чтобы она перешла в горизонтальное русло. Управление вертикали остается у чиновников. Но поскольку чиновники получают там, где они живут, в этой горизонтали, они привязаны к обществу. Все очень здесь, просто. Да, баланс вертикали и горизонтали. Да. Должен. То есть бизнес... власть должна быть у горизонтали. Хочешь заработать, иди в бизнес, нет проблем. Да. По мере того, как бизнес будет уходить, исчезать, по мере замены технологий, ну будет заменяться труд человека. Ну, я скептически отношусь, что бизнес он будет выдавливаться все равно, как ни крути. Транснациональными корпорациями, серьезными какими-то технологиями, этими принтерами и так далее. Он будет выдавливаться в любом случае. Там, где участвовала... Я думаю, он будет трансформироваться, но всегда... Да, но все... Он же исходит из природы людей. Да, но есть, смотри, природа людей меняться будет, это борозу. Но дело в том, что из бизнеса тогда люди не на улицу будут выходить, ему гарантия то, что он придет в общество и там получит. Ну, скорее всего, знаешь, как будет, то те люди, которые вот сейчас в бизнесе работают, это же природный менеджер, скажем так. Они любят, вот им это нравится заниматься. И если они в громаде будут видеть, что тут можно построить завод, тут можно построить там, какой-то там водоканал. Там, да, будут они это делать. Да, они с удовольствием будут это делать. Они делают то, что тогда будут видеть, общества. что их деньги не уходят куда-то. Непонятно что. Они будут видеть, что деньги идут на громады, на благоустройство дорог, домов и так далее. Они будут с удовольствием это все. Но если мы с тобой решили, что большинство людей все-таки добрые изнутри, это бизнесмены же не исключение, они же тоже хотят. Есть, конечно, они тоже хотят. Ну, по-разному, но они и тоже хотят для общества что-то делать. И тогда у нас возникает, вот есть ситуация, как сейчас, когда у нас все функции государства, они как бы вертикальны. То есть у нас есть один центр принятия решений, и все функции вертикальны, все ветки власти вертикальны. Да вот это и есть вертикаль власти. То есть чиновников, государства, да. Не горизонтальная власть, а вертикальная власть. И управление в одних руках. Вот в чем дело. То есть оставить управление, а власть забрать нужно. И все. И тогда общество придет в развитие. Появится творчество и так далее, и так далее. Все проблемы будут решаться. Есть такой простой закон. Если решается правильно общий вопрос, если решен общий вопрос, все частные вопросы решаются. Все. Если вы общий вопрос не решили, то частные вопросы решаться не будут. Вы можете сколько угодно декларировать, там, какие угодно благие намерения, ни одно благое намерение не решится, все они придут в ад. Из-за того, что не решен общий вопрос. Вопрос власти. Вопрос власти, да. Из какого-то это будуна власть должна быть на земле, кто-то их наделил властью в руках нескольких людей. Ну да, у нас сейчас в обществе гремят несколько таких громких дел по поводу, как силовики, насколько они богатые, насколько они в роскоши, и насколько бесправны громадян, общество и люди. И мы просто видим, что вот эта вот система правоохранительная, она практически исчезла в Украине. То есть она просто превратилась в какие-то частные лавочки, частные корпорации. И если бы
громада сама решала проблемы уличной преступности, Так- судов, то тогда Смотри, это бы все Павел, исчезло, вот то, что мы Если сейчас смотри, видим. Да. если громаду перенести в власть и получать все будут деньги там, то все засветятся сразу. Да. Кто бы ни был, приехал туда на новое место жительства, он должен прийти доложить, что вот он приехал. И не надо переписи населения даже проводить, потому что все будет известно. Да Кто, сейчас где, в наш сколько. цифровой век уже все известно. Так да. нет, так все равно надо как-то там. А тут прямо все сами будут приходить и регистрироваться. Потому что он деньги получает. Если он темная лошадка какая-то, с ним заинтересуются моментально соседи все. Кто это такой? Это все быстро решается. Это вообще не проблема. В каждой громаде все знают, где торгуют наркотиками, Да, конечно, всё это у кого знают. есть оружие, кто бандит. Так То дело есть в том, люди все что знают на количество местах, да. преступлений уменьшится в сотни раз. Ну да. В сотни раз. И потихоньку оно будет удавливаться людьми. На Ну, почве алкоголизма, на почве наркомании. Про наркотики вообще речь не идет. Мы уже об этом сколько раз говорили, но это каждый раз нужно говорить, потому что люди теряют связь. Вот именно об этой системе. Вот и в этом заключается суть реформы. Мы же начали с реформы, изменения формы. Так вот, реформа может идти только в алгоритме движения материи от Бога, мгм. в рамках этой всей системы, мировой системы. Я не веду именно Земли, там, как мир, а вообще. Смотри, у нас получается, что вот эти вот вертикальные ветви, власти, которые уходят наверх, все функции там сверху, там образование, здравоохранение, инфраструктура, энергетика, оно все там наверх завязано. Да? Ну То есть да. если мы начинаем эти веточки класть на горизонталь, Да. и люди сами там начинают разбираться, то у нас наверху останется не совсем там мало функций. Там вообще И никого. главное, что это можно делать постепенно. Это же, у нас много критики говорят, что как вы обрушите все государство, оно государство Ничего не исчезнет. рухнет. А мне Нет, кажется, наоборот, постепенно, укрепится да. сразу укрепится. То есть функции передаются на места. Да, сразу. Дело в том, что сразу же укрепится государство, потому что это и есть упрощение системы. Мгм. Мы еще об этом коснемся. Упрощение, да. Упрощение, да. Вот это не любят простых решений. В математике любят простые решения. Почему-то. Да, и физики любят И простые физики решения. любят простые решения. И любые технологии Да, ищут люди простые тоже решения. любят простые решения. А тут, понимаешь, какие-то политики, нет, им надо очень сложные решения. И вот они усложнили эту систему, раздули этот бюрократический аппарат государственный и еще усложняют дальше систему. Появится еще куча министерств всяких там непонятных, для чего они. Вот они так, а потом там подминистерства всякие, еще какие-то там. Агентства, Да, ведомства, службы. да. И потом туда еще надо несколько миллиардов будет забросить денег. Вот это вот называется усложнение. Не любят они простых решений. Да, то есть, Везде так да, делается. хотя по сути своей реформа – это именно упрощение. Да, упрощение. То есть накапливается информация. На простом аккумуляторе, я вам объясню. Вот нельзя же, вот люди делают эти аккумуляторы, правильно? Куда люди? Они делают в сторону упрощения. Сохранение формы, даже уменьшение формы аккумулятора, но наполнение ее правильным этим содержимым. То Да, есть это, емкость все время увеличивается, а размер все время да, уменьшается. уменьшается. Так вот это и есть упрощение. Мгм. Вот. Не раздувай же этот аккумулятор в 2 раза больше, чем машина. Вот в этом суть развития. Да, в принципе, как и есть ТРИЗ, теория решения изобретательских да. задач, там же есть, что идеальный вариант – это когда функция продолжает выполняться, а структура исчезает. Да, так вот это государство идет. Они, наоборот, раздувают это какой-то аккумулятор. Я показал пример аккумулятора. Они раздувают эти размеры. Это государственные Наращивают машины. Да. ячейки. А надо, наоборот, его уменьшить, а функции они будут выполнять, по сути дела, те же самые, но ляжет это большинство на народ. Потому что народ, когда начинает распределять это все, он начинает придумывать правила. Не законы, а правила. Законы работают в природе. Пора уже понять, что законы в обществе не работают. Это там один закон работает. Алгоритм движения материи от Бога, который создал человека и дальше развивает. А все остальное это правила, придуманные человеком, которые он тут реализует в обществе. Это, можно сказать, процедуры. Да, процедуры. Процедуры решения Да. конфликтов, решения вопросов, споров. А Это то, всё что процедуры, да. то, что касается физики, допустим, там закономерные явления. Это постцифровые явления, те, которые выведены из математики, на основе математики. А алгоритм работает до математики. Я бы еще хотел все-таки так еще раз просуммировать, что как только люди получают власть, возможность распоряжаться деньгами, то начинают автоматически, стихийно налаживаться все остальные процессы. То есть, во-первых, когда люди чувствуют, что они управляют своей жизнью, они управляют этим социумом и там, где они живут, Да. на этом же выстраивается совершенно другая Да, система да, так, образования, совсем А, другая да. наука.
Совсем другая наука. Дело в том, что под этот процесс же у нас все получают деньги. Школьники тоже. Старшие классы можно подключить под это. То есть стимул, получается, деньги у них. Они же получают... Стимул учиться. Да, стимул учиться, они получают деньги за это. Ну да, в Управлять 14-15 лет, конечно, Да, ребенок спокойно. уже хочет иметь карманные деньги. Так нет, они не так будут с самого начала в громады. Получается, что на каждого человека там идет этот доход базовый. Но дело в том, что это если ты там неправильно что-то в громаде делаешь, тебя может громада лишить денег каких-то, и пустить в пользу громады же эти деньги. Они никуда не уходят. И также можно и учеников под это делать, старших классов подключить. То есть появляется стимул. Они, получается, учатся и за это им платят. За Ну, учебу. и родители могут всегда прийти в школу и спросить Конечно. с директора или с учителя, а почему на ваших уроках неинтересно? Конечно, им Как- заинтересует Да. их сразу. А почему ученики убегают из школы? Почему они не хотят делать домашнее задание? Почему вы их не заинтересовываете? Тогда родители Может, нет, да там и родители И ответственность родители, появится. да. Сразу появится ответственность, потому что люди начнут контролировать этот процесс обязательно. На всех уровнях. Потому что им не интересны больные люди, это в медицине. Им не интересны беззубые люди. Им не интересны люди, которые ходят по мусорникам. Им не интересны люди, которые подрастающее поколение, которое растет и не развивается, а ничему не учится, сидит только смотрит в эти телефоны. Больше ничего. Люди кричат, что это такое. Мгм. Все. И показывают эти картинки, как люди деградируют. Да. Понимаешь? Так вот тут-то как раз общество и возьмется за это все. Не кто-то там из Марса там прилетит и будет заниматься этим, а сами люди займутся. Не, ну такое, знаешь, общество, действительно его сложно представить сегодня. Ну представь, вот чем будут заниматься люди, если они совместно распределяют деньги. Это же, ну вот сложно Понимаешь, представить, нет, да? тут не совместно. Ну, совместно не надо. Ну, я имею в виду, ну а как? Просто это? люди Это не знают, на люди, собрании понимаешь, будет, люди да? знают. Вот речь идет о базовом доходе. Вот говорят там уже за границей, что нужен базовый доход, потому что все, система трещит по швам, она будет уничтожена. Идет обнуление информации, все вот это. Вот. Так это идет речь о базовом доходе. Но вопрос, чтобы подключить это под контроль людей, не под искусственный интеллект. Оттуда это страшная система. Вот этот коммунизм, который швабовский и с гейтсовским, вот это страшнейший коммунизм, когда тебя контролирует машина. А когда люди контролируют сами себя, распределяют и развиваются, это совсем другое. Там развивается машина, тут люди деградируют в этой системе. Это стоило, это стадо, которое будет деградировать. Только есть, пить, спать, главные слова будут в голове у человека. Вот это проблема. Китайская модель проблема, которую хотят нам навязать. Ну, ты имеешь в виду цифровой контроль? Вот Да, это очень неплохая Не, ну, система. Володя, мне кажется, вот такая система, это все зависит от того, в чьих она руках. Если такая же цифровая система находится в руках самих людей, которые Так, решают, что так там об этом будет. речь идет. Да. Там у людей половина ее надо, эта система. Они сами будут контролировать. Вот эти две камеры, глаза, которые будут наблюдать за людьми, это самые хорошие камеры. Они везде видят все. И в коридорах, и что творится, и слышат там, что у соседей творится. И заинтересуются, что там творится, кто там пьет, что там дебоширит, будет приводить в порядок. Да, как живет судья, как живет живет начальник судья, да, районного где он отделения говорит, да, это полиции, всё. как прокурор живет, все знают. Да, все будут мораль свою воспитывать. Вот этот эгоизм в общественном распределении начнет выкачивать мораль, моральные качества. То есть удовлетворять будет личный интерес через общественный принцип распределения. А у нас что сейчас происходит? Да, сейчас через личный способ распределения. Да, наоборот, да. Общество удовлетворяется личным принципом распределения. Где-то такое было. Какая-то может быть справедливость, если 3-4 человека делят всем остальным. Ну, на этом, мне кажется, и Советский Союз погорел. Что Конечно, на этом. Кучка бюрократов распределялась в то, что Да, принадлежит всему народу. народ хотел как? Он творчество хотел народ. Он думал, что сейчас будет свобода, начнет творить. Я сам на этом тоже, сколько я раз предложений давал всяких. Вот пришло мне в голову там сделать раз предложение какое-то, там еще что-то на заводе. Нет, есть там техотдел, чиновники, ты нам давай, мы там разберемся. Хотя Советский Союз развалился не только из-за распределения, но, в принципе, и когда не было частного способа производства, когда люди не могли реализовывать какие-то свои таланты, это тоже нельзя. Понимаешь, в чем дело? Чиновники не были заинтересованы реализовывать все проекты. Они получали зарплату от государства, отсетки от тарифной. Если бы они были привязаны тогда уже к общинам, правильно бы это сделали, то бы они были заинтересованы. Громадам. Да, Община громадам, некрасиво да. слово. Община мне тоже не нравится слово. Да. Вот это вот. Вот, ну никуда не денешь слов. Коммунизм – это громада или община. Все. Тут пора любить и жаловать.
Не надо Коммуна. так вот. А? Коммуна. Коммуна, да, это, Кибуцы, ну, блин, громада. надо не слова, а содержанием Да, суть. наполнять Вам слова. шашечки или ехать, да. Суть, да. Содержанием нужно наполнять слова, а потом предложения строить из этого, мысли строить из слов. А не так, слово не знаю, это не знаю, это не знаю, это не знаю, что-то сказал. Другой сказал то же самое, тоже этими словами, другое уже говорит. Но получается, что в основе каждого общества должно лежать, ну, как бы такое по умолчанию все настройки, что поощряется добро, Да. наказывается зло. Наказывается зло. Да. То есть вот, ну, если зло не наказывается, оно будет разрастаться всегда. То есть добро просто уговорами зло не сдержит. Я бы сказал, нужно было заниматься десоветизацией, а не декоммунизацией. Вот эта десоветизация, которая была, вот это вот. И которая сейчас продолжается. Власть чиновников, да, вот это которая привела. Власть Это советов, чиновники. власть чиновников. Вот да. это да, вот это вот да, вот это надо. Вот эта вся иллюстрация, которая, вот это надо. Ну, слова нужно объяснять. Сейчас тоже советы командуют. Это Да. советы, парламент это советы, типичные советы. У нас, знаешь, что, Володя, очень смешно, когда люди из гражданского общества предлагают какие-то реформы, что надо изменить, то, ну, особенно вот такие, когда реформы по децентрализации, по самоуправлению, народовластию, чиновники обычно говорят, это взять и поделить. Взять и поделить. Ну да, То ну есть- конечно. То есть мне интересно, а сегодня кто? Вот кто сегодня берет и делит? Вот, Берет и вот делит. сегодня, да, я это не первый раз слышу. Да, 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 да. Вот, да мы где-то уже слышали, взять и поделить, это когда-то они там вспоминают. Да, такое уже было. Такое уже было. Вот сейчас взять и поделить. Да. Все разделим. Ахметова угробим, заберем у него все и поделим. Вот о чем речь идет. А кто будет управлять этим ахметовским хозяйством? Кто-то думал об этом? Чиновники хотят. это Чиновники забрать хотят, в свои руки. Да, в свои руки забрать. Так нет, они будут управлять правильно потом после этого. Так будут управлять, что все станут нищими. Вот. Опять те самые чиновники, опять то же самое. Не надо ни у кого ничего забирать. Так тебя еще обвиняют не только в коммунизме, а и то, что ты олигархов любишь. Олигархов? Нет, кто сказал, что я их люблю. Просто олигархов нужно правильно настроить. Вот когда будет общественный принцип распределения, тогда будет контроль за олигархом. Что он делает, чем он занимается, этот олигарх. Сколько у него денег, это все будет видно, потому что банк будет контролироваться чиновниками, которые получают в громаде, они будут знать, сколько денег надо. Но это же даже не имеет значения, сколько у него денег, он же будет просто как крупный бизнесмен управлять, он как-то талантливый менеджер. Понимаешь? Они же не просто так стали миллиардерами. Понимаешь, правильно? ну так нет, дело в том, что прибыльная функция денег, она все равно ведет к олигархизации общества. Кто-то выходит вперед и начинает подбирать под себя. Сейчас что, олигархи нет в мировой, а транснациональные корпорации, это Везде что? есть, да. Это олигархии. Там сидят во главе олигархи. Не, ну олигархи это обычно те, кто завязан на власть. На Западе принято все-таки разделять бизнес. Все и равно власть. они находятся под этой властью. Денег. Кто, под Не, властью- ну бизнес, его же основная цель получения прибыли. В этом они отличаются от Да, политиков. но дело в том, что они же зажимают народ этой прибылью. А эти должны печатать деньги, и народ нищает. Чем больше денег, тем больше нищеты. Кто-то там сказал, что чем больше денег в обществе, тем больше доход. Нет, ничего подобного. Вот. Все наоборот как раз, точно наоборот. Чем больше денег, тем больше они оседают в карманах олигархии. Военных машины какой-то, еще там оседают все эти деньги. Но мы с тобой говорили, что экономической науки не существует. И экономисты не могут дать ответ, а сколько должно быть денег в обществе. Экономисты не могут дать ответ на вопрос, что такое стоимость, прежде всего. Скажу для нас, стоимость – это ценность. Ценность продукта. Она должна быть природная, и исходит из природы. Это ценность продукта. Вам подменяют фальсификатом, под названием, там, природным названием. И чем больше этого фальсификата, тем больше прибыли. Потому что фальсификат легко вращается в нищете, в этом обществе. Ну, здесь не совсем понятно, но просто мы с тобой уже это обговаривали. Да, мы обговаривали, мы ну, с не тобой понимаю. да, Как непонятно? раскрыли это Ну, более... Да. Ну так дело в том, что заплатил ты, допустим, за какой-то продукт, он стоил, допустим, 5 когда-то рублей в свое время, а потом под эти продукты фальсификат, да еще добавили еще рубль за него, гривню, то ты бы уже купил фальсификат за 6 гривен. Хотя написано, это продукт хороший. Не, ну да, мы с тобой разбирали, что Да, в мы принципе в самой прибыли нет ничего плохого, пока она не переходит в то, что уже как бы Зарабатывание сказать, денег. Да, неправедная прибыль уже не соответствует, то есть цена товара не соответствует стоимости. То есть тому качественному восприятию товара, которое человек удовлетворен его потребительскими свойствами. Да? Да, он смотрит, это уже не то. Ему предлагают суррогат. Вот это проблема.
Да, и давай еще последнее, мы уже коснулись денег, вот дадим еще раз определение денег, и ну, эту тему тогда уже закроем на сегодня. Деньги есть, но я даю определение только алгоритмическим принципом, в том, который называется материя. И создан человек. Деньги – это форма цифрового анализа меры труда, потребления морали. Вот это функция денег истинная, цифра. Она должна стабилизировать сознание человека и выкачивать из него мораль. То есть человек, когда начинает делить, он начинает формировать свою мораль в голове и у другого воспитывать мораль. Он становится эгоистом. Ну да, то есть Вот. вот это вот очень такая, мне кажется, сложная для восприятия тема, потому что никогда к деньгам не привязывали мораль, когда она является чего-то мерой, да, а здесь получается, когда люди собрались вместе, да, и у них есть какой-то бюджет, да, и им надо кого-то поощрить, Разберутся. добро поощрить, Да, а зло наказать, да. Ну, И так они это получается, что есть цифра, Они это сделают. да, и с помощью денег, как мерой Труда, потребления морали. Да. Они ограничили потребление, мораль, да, все. Они накажут зло и вознаградят добром. Да, и не надо никакого судьи. Дело в том, что как это не привязывали, а моральный ущерб в суде за убийство или за что-то. Посмотрите, что в судах творится, как оценивается человеческая жизнь, во что. Говорят, человеческая жизнь бесценна, и тут платят за нее копейки какие-то. Говорят, вот тебе за моральный ущерб. Это что, нормально? Значит, это нормально, да? Как-то мораль оценивать? Да вот так, люди оценивают мораль и все. Хорошо. Давай на этом закончим. Мне кажется, мы такой плотный провели эфир, где дали много определений и смысла. Друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте задавать нам вопросы, потому что мы с Владимиром еще раз обязательно встретимся в этой студии. Подписывайтесь на канал. Если есть возможность задонатить что-то на продвижение канала, буду вам очень благодарен.